Глава 1361. Лютня мудрости. Это действительно важный вопрос, который потребует обстоятельного обсуждения между членами группы старейшин. Эта фиолетовая тень знала немало. Ты можешь допросить его более подробно. Мастер Цзиньюс кивнул ученый средних лет, бросив ему в руки нефритовую чашу. Спасибо, святой монарх. Жаль только, что люди, которые были размещены на территориях разных рас, скорее всего, уже пали. Пожилой монах поймал нефритовую миску с задумчивым выражением на лице. Они были необходимой жертвой, чтобы не дать врагу понять, что мы делаем. Клан теней, скорее всего, нападет на них по пути, и нам остается только надеяться, что им повезет, и они смогут выжить. Но были твои слова правдой, мастер Цзиньюс? Действительно ли эти культиваторы, вознесшиеся в прошлом столетии, могут обладать высшим небесным сокровищем? Спросил святой монарх Тянь Юань. Конечно, нет, я солгал, потому что я не хотел тратить впустую больше времени. Как только высший небесный артефакт обретет форму в одном мире, его можно перенести в другой мир до достижения разумной воли. Однако, если это сокровище забрать из первозданной мира до достижения разумной воли, оно потеряет шанс сделать это в будущем. Высшие небесные артефакты без разумной воли не очень полезны, и нет никакого способа, которым бы они появились в списке тысячи хаотических духовных сокровищ, с улыбкой на лице ответил пожилой монах. Понятно. Как и ожидалось, ты действительно являешься ведущим экспертом в высших небесных сокровищах. Мастер Цзиньюс, ученый средних лет, слегка улыбнулся в ответ, и было невозможно определить, действительно ли верил старому монаху или нет. Хань Ли, естественно, не осознавал того факта, что так много изменений произойдет с миссией, на которой он был. В настоящее время он и остальные 4 человека пролетели вокруг белых облаков, участвуя в беспощадном убийстве странных птиц и древних зверей, находящихся внутри облаков. Каждая из этих странных птиц была размером около 10 футов и имела 4 крыла. Их тела были похожи на увеличенные версии летучих мышей, но с головами горных козлов. Их пары рогов были изогнуты назад, и когда они открывали рты, острые клыки внутри представляли собой довольно пугающее зрелище. В окрестностях было несколько сотен таких птиц, и когда они взмахнули крыльями, вспыхнули порывы серого ветра. Они могли метать молнии толщиной с чашу для риса, и их индивидуальные способности не уступали таковым у обычного культиватора формирования ядра. Кроме того, у всех этих птиц было по паре черных металлических когтей, поэтому они были опасны даже в ближнем бою. Если бы один обычный культиватор божественной трансформации встретился с такой большой стаей этих странных птиц, ему бы не поздоровилось. Тем не менее, в группе из 5 человек Хань Ли были прямые потомки истинных духовных кланов, демонические культиваторы стадии метаморфозы из 7 основных подвидов демонов, а также абсолютный монстр Хань Ли. Таким образом, они были в состоянии защитить свою облачную духовную лодку, участвуя в полностью односторонней бойне этих свирепых птиц. Молодой человек с красной родинкой делал печати заклинания, манипулируя 2 полосками белого света длиной более 100 футов, полностью окутав область на 1000 футов впереди себя. Истинная форма этих полос белого света должна была быть каким-то злобно-острым оружием, поскольку все они с легкостью пробивались сквозь ветры, молнии и птиц. Тем временем молодая женщина в черном платье находилась в клубе яростного черного пламени. Похоже, она не высвобождала никаких способностей и только мирно парила в воздухе, но все ветры и молнии, поражавшие ее, исчезали, не оставив на ней ни единой царапины. Любая из птиц, осмеливавшаяся напасть на нее, также была немедленно превращена в пепел, как только вступала в контакт даже с крошечным пучком этого черного пламени. Несмотря на то, что эти птицы были чрезвычайно свирепы по своей природе, никто из них не осмелился приблизиться к группе Хань Ли после того, как около дюжины их собратьев были уничтожены в быстрой последовательности. Напротив, молодой человек в белой одежде сражался в своем собственном уникальном стиле. Он не полагался ни на какие сокровища, вместо этого решив погрузиться головой в стаю странных птиц. На его спине появилась пара черных блестящих крыльев, а его руки также стали чрезвычайно толстыми и громоздкими, что указывало на то, что он наполовину принял форму демона. Затем его тело вспыхнуло в воздухе, и сквозь толпы птиц можно было разглядеть лишь человекоподобную тень полуптицы. Все птицы, которым не повезло встать на его пути, были раздроблены на несколько частей, из чего с неба полился кровавый дождь. Демонстрация силы Хань Ли была самой обыденной из всех. Он просто выпустил все свои облачные лазурные мечи, превратив их в 72 полоски золотого света, которые вращались вокруг его тела, каждая из которых была длиной в несколько футов. Им не только удалось отразить все надвигающиеся атаки, они также убили любых птиц, которые осмелились приблизиться к нему. Однако самой непринужденной и беззаботной среди них была, по-видимому, молодая женщина в белом халате по имени Йейн.
Она держала на коленях зеленую нефритовую лютню, и ее тонкие пальцы скользили по струнам, выпуская ореолы желтого света, излучающие воздух вокруг нее. Любые птицы на их пути попадали в слой своеобразного серовато-белого вещества. В результате они были бы полностью обездвижены и падали с неба, разбиваясь на тысячи осколков при ударе о землю. Эта лютня обладала крайне редкой способностью превращать врагов в камень. Несмотря на то, что ни один из 5 культиваторов не раскрывал свои самые могущественные способности или сокровища, они расправились со стаей этих странных птиц в течение 5 минут. Затем они убрали свои способности и исчезли в гигантском облаке, образованном духовной лодкой, собравшись у нее на носу. Интересно, что это за птицы? Я очень удивлен, что они смогли увидеть сквозь маскировку моего ковчега, вздохнул Лундун. Я никогда не видела таких странных птиц, но первозданный мир — чрезвычайно обширное место, поэтому неудивительно, что здесь есть много видов древних зверей, с которыми мы не знакомы. Меня больше удивляет тот факт, что им потребовалось так много времени, чтобы что-то увидеть сквозь маскировку ковчега, спокойно сказала Сяохун. Это также указывает на то, что мы уже глубоко продвинулись в первозданный мир, поэтому мы должны быть готовы к повторению подобных атак в течение оставшейся части нашего путешествия. Птиц было много, но разобраться с ними оказалось легко. Если мы столкнемся с более могущественными древними зверями, то, возможно, нам придется отказаться от этой лодки, если в этом будет необходимость, нахмурившись, сказал юноша в белом. Конечно. Если мы действительно столкнемся с такими легендарными существами, как стоглазные гиганты, с которыми мы не сможем сражаться, то мы, естественно, то собственное выживание станем нашим главным приоритетом. «Брат Хань, сегодня ты вступаешь на дежурство», — с улыбкой сказал Лундун. Хань Ли кивнул со спокойным выражением и ничего не сказал. Тем временем молодая женщина в белом халате с улыбкой повернулась к женщине в черном платье и спросила: «Старшая сестра Ся, способность, которую ты использовала, это широко известное палящее черное пламя клана Черного Феникса, верно?» Кажется, легенды не были преувеличением. Оно действительно достаточно грозное. Сяохун слегка запнулась, услышав это, а затем ответила со странным выражением на лице: «Это действительно было палящее черное пламя, но оно вряд ли заслуживает такого внимания. Однако твоя лютня напоминает мне легендарное сокровище. Говорят, что десятки тысяч лет назад старейший на стадии интеграции тела в небесном духовном регионе усовершенствовал божественное духовное сокровище, известное как лютня мудрости. С тех пор оно заняло место в списке тысячи хаотических духовных сокровищ и обладает способностью превращаться врагов в камень, плавить металл и превращаться врагов в лед. Связано ли это сокровище с твоим духовным сокровищем, госпожа Е?» Хе-хе, не думала, что старшая сестра Ся так хорошо знакома с сокровищами нашей человеческой расы. Хотя сокровище, которое я использую, не та лютня мудрости, это копия древнего сокровища, которое способно только на то, чтобы превращать врагов в камень. Конечно, даже эта способность гораздо менее мощная, чем способность, которую может развязать истинное духовное сокровище, ответила Ейн с изящной улыбкой на лице. Понятно. Однако сокровище сравнимо со среднеранговым духовным сокровищем. В конце концов, способность превращать врагов в камень крайне редкая, и от нее трудно защититься, продолжила Сяохун. Слушая колючую беседу между двумя молодыми женщинами, на лице Лундуна появилась ухмылка. Казалось, что ему вдруг пришла в голову мысль, и он повернулся к Хань Ли со словами: «Господин даосист Хань, твои летающие мечи тоже выглядят довольно интересными. Их 72, и они выглядят так, будто являются частью одного целого». Это напомнило мне старейшину, что жил много лет назад, который также был вознесенным культиватором. Хотя в то время он был только на поздней стадии пространственного закаливания, ему удалось создать формацию с 72 мечами, равно силе культиватора пространственного закаливания в бою, тем самым создав себе ошеломляющую репутацию. Однако мечи, которыми владел этот старший, были лазурного цвета, а не золотого. Твои летающие мечи также обладают подобной способностью создавать формации, господин даосист Хань. Казалось, Лундуну понравились лазурные бамбуковые мечи, которые использовал Хань Ли. Услышав этот вопрос, сердце Хань Ли слегка дрогнуло, но он ответил с равнодушным выражением на лице: «Да». Я не знал об этом. Могу ли я спросить, как звали этого старшего и какая формация мечей у него была? У меня много летающих мечей, чтобы у меня было больше оружия для борьбы с моими врагами, я понятия не имею о таких вещах, как формация мечей, а я слышала о человеке, о котором говорит господин даосист Лун. Это старший по имени Цин Юаньцзы, и он действительно был довольно легендарной фигурой того времени. Я не знаю, какую формацию мечей он использовал, но я слышала, что он сам изобрел формацию. К сожалению, говорят, что от этого старшего не было вестей после того, как он вошел в первозданный мир много лет назад.
противном случае, благодаря его блестящим способностям он, вероятно, смог бы достичь стадии интеграции тела, улыбнулась женщина в белой одежде. Лун Дун не обратил внимания на то, что его перебили, а лишь просто слегка улыбнулся. Однако Хань Ли долго молчал, услышав это. Казалось, что это Цин Юаньцзи изобрел искусство владения мечом лазурной эссенции. Он был довольно удивлен, узнав об этой легендарной фигуре от этих двоих. Жаль только, что он уже выбрал путь двойной культивации. В противном случае он мог бы попытаться получить наследие этого культиватора Цин Юаньцзи и продолжить культивацию моего искусства владения мечом лазурной эссенции. Таким образом, Хань Ли вежливо попрощался с остальными и, поднявшись в воздух, улетел на самую высокую часть нефритовой лодки в виде полоски лазурного света, где он потом сел, скрестив ноги. Хань Ли явно не хотел продолжать разговор, и вскоре после этого остальные четверо также попрощались друг с другом. Некоторые вернулись в свои комнаты культивации, в то время как другие отправились в разные части нефритовой лодки для своих собственных целей. Глава 1362. Молниеносная черепаха. Несмотря на то, что глаза Хань Ли были закрыты, он, конечно, не мог действительно погрузиться в глубокое медитативное состояние. Вместо этого он размышлял о некоторых искусствах культивации, которые он еще не полностью постиг ему в своем разуме. В то же время он высвободил часть своего духовного чутья, чтобы постоянно следить за окружающей местностью на случай, если более древние звери внезапно напали на ковчег. В течение следующих 7-8 дней духовный ковчег продолжал двигаться под покровом гигантского облака. Несмотря на то, что на этом пути им встретилось несколько других типов летающих зверей, все они пролетели мимо, не нападая. Эти звери явно не обладали способностью видеть маскировку духовного ковчега, как те четырехкрылые птицы. Таким образом, Хань Ли достиг 9-го дня своей смены. В полдень того дня он как раз установил новую партию духовных камней на ковчег и собирался вернуться на свое прежнее место, как вдруг замедлился. Он неожиданно повернул голову и посмотрел вперед с удивленным выражением лица. «Как это может быть? Откуда здесь могло появиться нечто подобное?» Прокричал Хань Ли с мрачным выражением лица. Хотя крик был не очень громким, этого было достаточно, чтобы предупредить остальных членов группы. Спустя несколько мгновений несколько световых лучей прилетели к Хань Ли из разных мест на ковчеге. «Что случилось? Почему ты позвал нас, брат Хань? Мы столкнулись с какой-то опасностью. Что это?» Неужели Сяохун и Лун Дун заговорили в унисон, за исключением того, что слова Сяохун были полны замешательства, а Лун Дун, похоже, сразу же что-то обнаружил, и на его лице появилось удивленное выражение. Юноша в белом и Йейн также выпустили свое духовное чутье. Что это? Неужели это существо уровня истинного духа? Воскликнул юноша. Йейн ничего не сказала, но шок в ее глазах был совершенно очевиден. В отличие от них, Хань Ли уже успокоился. Его духовное чутье было в воздухе на высоте нескольких сотен километров над ними, где парила гигантская черная тень, накрыв собой практически все небо. Вокруг черной тени бурлили черные облака и вспыхивали раскаты грома со вспышками молнии. Тысячи порывов напоминали массивные столбы, соединяя собой небо и землю. В отдельных облаках время от времени можно было разглядеть небольшие участки серого тела, но никто не мог сказать, что это за существо из-за его огромного размера. Однако издалека можно было сказать, что черная тень была круглой формы. Казалось, она похожа на легендарное существо уровня истинного духа. Таким образом, неудивительно, что все люди на ковчеге были настолько взволнованы этим. Пока все пребывали в шоке, раздался странный крик, напоминающий мычание коровы. Раскаты грома усилились, выпуская тысячи молний. Даже с такого большого расстояния раскаты грома были прекрасно слышны всем. Услышав этот крик, выражение лица Йейн смягчилось, и она, вздохнув с облегчением, сказала: «Это не истинный дух, это древний зверь, молниеносная черепаха. Это один из самых больших типов древних зверей в первозданном мире, но она питается, поглощая молнию в своем окружении своим телом, и не будет нападать на других живых существ, пока его не спровоцируют. Однако, если разозлить ее, то это чрезвычайно страшное существо. По крайней мере, нужно быть на стадии интеграции тела, чтобы иметь шанс противостоять ему в прямом бою». Молниеносная черепаха. Это легендарный древний зверь, который, как говорят легенды, родился посреди небесной молнии. Я слышала, что до тех пор, пока есть у нее достаточный запас молнии, она продолжает расти бесконечно, не имея верхнего предела размера, которого может достичь. Это необыкновенное животное, и также я слышала, что телепортационная духовая черепаха региона Сюань, способная нести на себе и телепортировать целый город, может быть молниеносной черепахой. Хотя та, что над нами, уже огромная,
Она не сравнится с легендарной телепортационной духовной черепахой. Ся Хун удивленно щелкнула языком. Не уверен, является ли телепортационная духовная черепаха молниеносной черепахой или нет, но если это действительно так, то эта молниеносная черепаха, скорее всего, меньше в 10 тысяч раз телепортационной духовной черепахи. Однако она все равно может убить нас, если мы спровоцируем ее, поэтому нам будет лучше держаться от нее подальше, с улыбкой сказал Лундун. Это действительно так. Нам действительно повезло, что мы смогли лично увидеть это существо. Молниеносные черепахи обычно прячутся глубоко под землей и очень редко появляются над землей, поэтому такое каждый день не увидишь. Они обычно выходят из земли, чтобы... Подождите, это плохо. Если эта черепаха появилась здесь, то, должно быть, именно здесь собирается появиться грозный поток молнии. Брат Лун, уводи ковчег подальше от этой области как можно скорее. Внезапно Ся Хун в голову пришла мысль, и ее черты сразу стали смертельно бледными. Молниеносный поток. Все сразу же изменились в лицах от услышанного. Лицо Лундуна стало мрачным, и, качнувшись, он сразу же исчез на месте. В следующее мгновение он появился на носу ковчега на расстоянии более 100 футов, а затем перевернул руку, достав сокровище в виде талисмана. Он потер руки, зажав талисман между ними, и белые облака вокруг ковчега внезапно исчезли. Затем весь ковчег дрогнул и резко метнулся в определенном направлении, двигаясь почти вдвое быстрее своей первоначальной скорости, разрывая воздух в виде полоски белого света. Однако не успел духовный ковчег пролетел несколько десятков километров, как слой мерцающего синего света внезапно появился в воздухе над гигантской черной тенью. Затем синий свет пронесся по воздуху во всех направлениях с удивительной скоростью, словно был вызван каким-то внешним раздражителем. За несколько мгновений в небе появилась громкая голубая линия в сопровождении грохочущего грохота. Синяя линия была пропитана безграничной электрической энергией, которая шла по воздуху прямо к группе из 5 человек. Лундун резко вздохнул, увидев безумную скорость, с которой движется синяя линия, и поспешно закричал: «Я слышал, что всякий раз, когда появляется молниеносная черепаха, вскоре появляется молниеносный поток. Похоже, это действительно так. Мне нужна ваша помощь». Даже без его внезапной просьбы все уже почувствовали себя чрезвычайно напряженными при виде быстро приближающейся синей линии. Таким образом, все четверо сразу же сделали печати заклинания, выпустив пронзительный духовный свет разных цветов из своих тел. 5 взрывов духовной силы безумно ворвались в духовный ковчег. После объединения сил в качестве коллективного источника энергии, ковчег под ногами издал странное жужжание, а затем, сильно вздрогнув, исчез в окружающем пейзаже. Путешествуя с такой невероятной скоростью, духовный ковчег превратился в едва заметное пятно и быстро пролетел из одной стороны неба к другой. Однако даже на такой феноменальной скорости синяя линия за ковчегом все еще не отставала от нее. Все были очень удивлены этим, и только тогда они поняли, что рассказы о том, насколько грозными были потоки молнии, действительно не были преувеличением. К счастью, все 5 смогли объединить усилия, чтобы поднять скорость духовного ковчега до максимальной. Если бы на их месте был обычный культиватор божественной трансформации, чья сильная сторона не лежала в скорости, он не смог бы убежать. Конечно, Хань Ли и другие не были обычными культиваторами стадии божественной трансформации. Все они обладали некоторыми секретными техниками, которые можно было использовать в тяжелых ситуациях, что давало им скорость, не намного уступающую скорости этого духовного ковчега. Однако использование таких секретных техник естественным образом привело бы к изнурительным последствиям, и никто не хотел подвергаться такому риску в этом опасном первозданном мире. Таким образом, они работали сообща, стимулируя духовный ковчег на десятки тысяч километров, до тех пор, пока синий свет позади них не исчез из поля зрения, а гром перестал быть слышен. Только тогда все вдохнули с облегчением и убрали свою духовную силу. Духовный ковчег сразу же замедлился. Выражение лица Лундуна сразу же расслабилось, и он повернулся к Ся Хун с улыбкой и сказал: «Было близко». Слава богу, фея Ся среагировала. В противном случае, даже небольшая задержка могла бы привести нас к тому, что мы бы попали в этот поток молнии. Даже если бы мы в нем не погибли, выбраться оттуда невредимыми было бы трудно. Мне просто повезло. Несмотря на то, что молниеносные черепахи довольно известны, на самом деле немногие люди знают об их привычках и моделях поведения. Так вышло, что один старейшина моей расы когда-то сам убил молниеносную черепаху, поэтому он немного знает о них. Молниеносные черепахи обычно прячутся глубоко в земле и появляются только тогда, когда надвигается молниеносный поток, потому что они могут поглотить его силу молнии. Говорят, что зрелые молниеносные черепахи выращивают в своем теле пару молниеносных бусин. Эти бусины весьма необычны, и даже кто-то без духовного корня молнии может легко манипулировать силой молнии, используя их.
Молниеносная черепаха, которую уничтожил старейшина моей расы, еще не достигла полной зрелости, поэтому он не смог заполучить эти бусины, однако раковины этих бусин обладают удивительной силой молнии и являются исключительным материалом для сокровища с элементом молнии. Если бы чрезвычайно мощное существо столкнулось с этой молниеносной черепахой вместо нас, они были бы в восторге, а не в ужасе, с кривой улыбкой на лице сказала Сяохун. Старейшина, о котором ты говоришь, должен быть великим старейшиной твоей расы, раз он смог убить такого страшного зверя в одиночку. Для культиваторов в стадии божественной трансформации это было бы самоубийством. Нам уже очень повезло, что мы смогли пережить это испытание, проговорил юноша в белом. В его глазах все еще были следы страха. Действительно. Тело молниеносных черепах заполнено сокровищами, но было бы самоубийством пытаться выследить одно из них как минимум без базы культивации на стадии интеграции тела. Давайте продолжим путешествие. Надеемся, что остальная часть нашего путешествия будет немного мягче, серьезным тоном сказал Лундун. Они встретили зверя, который был достаточно силен, чтобы убить их после 20-дневного путешествия в первозданном мире, поэтому все они чувствовали себя довольно тревожно. После этого испытания все были в довольно плохом настроении, поэтому никто не был заинтересован в продолжении разговора. Таким образом, обменявшись парой дежурных фраз, они все вернулись в свои комнаты, кроме Ханьли, который остался стоять на месте. В этом разговоре он не сказал ни слова, но после того, как все исчезли, он посмотрел в направлении молниеносного потока с созерцательным выражением лица. Через некоторое время он тяжело вздохнул и вернулся к самой высокой точке нефритового ковчега, где снова сел. Глава 1363. Появление двух монархов. Незаметно для Ханьли и других, вскоре после того, как они покинули область молниеносного потока, черные облака вокруг молниеносной черепахи рассеялись, показывая ее истинную форму. Достаточно сказать, что существо было огромным, как гора. Ее гигантский панцирь был темно-серого цвета, но блестел металлическим блеском и выглядел чрезвычайно гладким. Еще более любопытным было то, что 4 конечности черепахи были обнажены, но ее головы и хвоста нигде не было видно. Казалось, что они находились внутри панциря. В этот момент поток молнии уже бушевал в полную силу, и все небо было окутано синим светом. Вспышки синей молнии разных размеров падали, словно дождь, из сверкающего неба вверху. Самые маленькие были длиной около фута, а самые длинные — более 100 футов. Все они падали в выступление, и взрывные раскаты грома были единственными звуками, которые можно было услышать. Массивное тело молниеносной черепахи, естественно, могло противостоять такому количеству молний, что падали на нее. Как только дуга молнии попадала в тело черепахи, она исчезала, как песок, в океане. Более невероятным было то, что черепаха излучала вспышки белого света, которые притягивали к ней дуги молнии, как магнит. Таким образом, большая часть молнии внутри молниеносного потока была насильственно поглощена этой черепахой в ее тело. Черепаха медленно плыла по воздуху, по-видимому, наслаждаясь молниеносным потоком. Внезапно 4 конечности гигантской черепахи дрогнули, а затем внезапно погрузились в ее панцирь. Почти в один и тот же момент пространственные флуктуации вспыхнули поблизости, и в воздухе грянул взрыв вспышки яркого света. Затем свет отступил, обнажив огромную скелетную птицу, из тела которой излучался разноцветный свет. Эта скелетная птица была размером чуть более 100 футов, но излучаемая ею аура ничуть не уступала молниеносной черепахе. Еще более удивительным было то, что на ее голове стояли 2 человекоподобные фигуры. Одна из них была ростом около 20 футов, и по ее телу вспыхивал черный свет, в то время как другая была более обычного размера, а ее тело было полностью окутан зеленым облаком, в результате чего было невозможно разглядеть ее истинные черты. Неплохо, неплохо. Не думал, что мы встретим такую фантастическую добычу, как только нас сюда телепортируют. Мне как раз не хватает нескольких материалов для усовершенствования дьявологолового гиганта, и молниеносная черепаха отлично для этого подходит, пробормотала одна из человекоподобных фигур. Брат Тяньмя, ты не можешь требовать эту черепаху себе. В любом случае, тебе понадобится лишь немного ее скелета, чтобы усовершенствовать своего гиганта. Я могу помочь тебе убить эту черепаху, но мне нужны 2 ее молниеносные бусины, усмехнулась другая человекоподобная фигура. Тогда получается, что односторонняя сделка. Самыми ценными частями тела молниеносной черепахи являются 2 ее молниеносных бусины. Не кажется ли тебе несправедливым требовать их? Человекоподобная фигура в зеленом облаке, казалось, была очень недовольна таким предложением. Хе-хе, молниеносные бусины действительно необычные вещи, но для тебя они бесполезны, в то время как у меня для них особая цель.
Как насчет того, чтобы предложить обменять кость руки истинного духовного целения на две эти молниеносные бусины? Предложила высокая человекоподобная фигура. Особая цель. А я почти забыл, что телепортационная духовная черепаха брата Сюань, это молниеносная черепаха. Ты хочешь продлить ей жизнь с помощью, кормя ее молниеносными бусами, верно? Спросил Тяньмя. Все верно. Продление срока жизни телепортационной духовной черепахи будет чрезвычайно полезным для человеческой расы. Она наполовину истинный дух, и если действительно разразится крупномасштабная война, она сможет оказать нам большую помощь. Ты ведь мне не откажешь, брат Тяньмя? Спросил Сюань-О. Раз у тебя достойная цель, я, естественно, не стану отказываться от такой договоренности. Однако нам нужно поторопиться и не откладывать решение проблемы, из-за которой мы фактически отправились сюда. Мы здесь не для того, чтобы найти первозданные материалы, у нас важная миссия. Мы должны избавиться от всех поселений, основанных существами чужеземных рас недалеко от города Высшего Неба. Немного подумав, Тяньмя неохотно согласился на предложение. Ха-ха, не волнуйся, у нас более чем достаточно времени. Объединив наши силы в сочетании с этой марионеткой, которую ты изготовил из останков первозданного радужного феникса, мы без сомнений сможем быстро разобраться с этой молниеносной черепахой в кратчайшие сроки. Сюань-О от души рассмеялся, а затем поднялся в воздух и, сжав кулаки, ворвался прямо в поток молний. Через несколько мгновений изнутри разразился молниеносный взрыв, за которым последовал столь же разрушительный звериный рев. Тем временем Тяньмя, слегка вздохнув, покачал головой, стоя на вершине своей радужной марионетки Феникса, и казалось, что он был недоволен поведением своего компаньона. Однако он все же сделал печать заклинания, после чего его скелетный Феникс резко увеличился в размерах более чем на 1000 футов. Затем скелетный Феникс также погрузился в поток молнии по приказу Тяньмя. Молниеносная черепаха закричала от ужаса и ярости, выпустив еще один оглушительный рев. Тем временем Хань Ли и другие продолжили свой путь, совершенно не обращая внимания на события, происходящие в молниеносном потоке. Как оказалось, Лун Дун был прав, заявив, что они, скорее всего, столкнутся с большим количеством опасностей на протяжении всей поездки. В течение следующего месяца или около того, духовный ковчег продолжал двигаться с большой скоростью, будучи окутанным иллюзорным облаком, но он все равно пострадал от множества опасных ситуаций. Например, однажды ковчег внезапно охватил странный порыв багровых ветров. На самом деле эти ветры были роями бесчисленных малиновых насекомых, каждое из которых было размером с рисовое зерно. Если бы не тот факт, что все 5 снова объединили свои силы для быстрой эвакуации ковчега из этой области, они, скорее всего, были бы полностью поглощены этими насекомыми в мгновение ока. Вскоре после этого внезапно возникли пространственные колебания, и в воздухе появилась двуглавая птица длиной более 1000 футов. Тело этой птицы было золотистого цвета и излучало удивительную духовную ци. Она явно была странным существом, не уступая в силе молниеносной черепахи. Поняв, что птица обнаружила их духовный ковчег, их сердца задрожали. Хотя птица заметила их ковчег, но, казалось, он был ей совершенно неинтересен. Она просто взмахнула крыльями и улетела прочь. Хан Ли и остальные с облегчением вздохнули, переглянувшись между собой с кривой улыбкой на лице. Став свидетелями ужасов первозданного мира, никто не осмелился культивировать в глубоком медитативном состоянии, даже вернувшись в свою комнату для культивации. Все оставались в состоянии повышенной готовности, и их настороженность, безусловно, была оправдана. В предстоящие дни они столкнулись с еще несколькими кризисами, которые едва удалось предотвратить совместными усилиями каждого. Однако в один день их удача закончилась. В тот день дежурил юноша в белом, а все остальные восстанавливали свои силы в комнатах для культивации. Внезапно снаружи раздался длинный предостерегающий крик, и выражение лица Хань Ли сразу же слегка изменилось. Поднявшись на ноги и не успев сделать что-либо еще, весь ковчег внезапно дрогнул, и Хань Ли почти потерял равновесие. Сердце Хань Ли задрожало от шока, после чего ковчег качнуло еще несколько раз. Вокруг стен начал беспорядочно кружиться белый свет, а стены начали постепенно трескаться. С мрачным выражением на лице Хань Ли взмахнул рукавом в направлении крыши своей комнаты для культивации, и оттуда вырвалась полоса золотого света, пробив массивное отверстие в крыше. Тело Хань Ли качнулось, и он пролетел сквозь дыру в виде полоски лазурного света. После нескольких вспышек он достиг высоты более 200 футов над ковчегом. Только тогда он начал тщательно осматривать свое окружение. В этот момент из ковчега в быстрой последовательности вырвалось несколько других световых полос. Лун Дун и другие также покинули ковчег перед лицом нынешнего кризиса. Через мгновение после того, как все покинули ковчег, раздался оглушительный гул, и весь духовный ковчег взорвался во вспышке ослепительного белого света, обрушив порывы шторма на 5 культиваторов снаружи.
Все они были культиваторами божественной трансформации, поэтому они, естественно, не боялись этих ветров. Стабилизировавшись, все они уставились на место взрыва внизу. Кроме юноши в белом, который дежурил в этот день, никто не знал, что вызвало этот взрыв. Однако, несмотря на то, что каждый пронесся своим духовным чутьем через окружающее пространство, никто не смог ничего обнаружить. Таким образом, все они были довольно сбиты с толку. «Брат ли, кто на нас напал?» Поспешно спросила Сяохун, «Посмотри сама». Мрачно сказал юноша в белом, глядя вниз. Все слегка запнулись, услышав это, и сместили свое духовное чутье к земле. Выяснив ситуацию внизу, Хань Ли нахмурился, в то время как две женщины невольно вскрикнули от удивления. Внизу был огромный массив горных цепей, которые, казалось, уходили в бесконечность и дальше. Все они просто оказались над кольцом между двумя массивными горами, и в этом довольно непонятном месте была обширная область, на которой произрастали огромные деревья всех типов цветов. В центре этой области была гигантская пурпурная трава высотой от 300 до 400 футов. Каждый из листьев травы торчал прямо вверх, словно они были массивными мечами, а на самом стебле росли чрезвычайно острые шипы. По обеим сторонам этой гигантской травы была пара колоссальных существ, стоящих лицом к лицу друг с другом. Одним из них была гигантская ящерица с телом длиной около 500 футов. Ее тело было зеленого цвета, с черными пятнами размером с монету, а на голове росло два алых рога. Ее противником был первозданный великан высотой около 300 футов. У него были человеческие черты и желтые волосы на голове, а в руках огромная угольно-черная дубина. Все тело и конечности гиганта были усеяны множеством серебристо-белых глазных яблок разных размеров, и все они излучали жуткий свет. И великан, и ящерица тщательно изучали своего противника, оценивая гигантскую траву между ними. Сердце Хань Ли дрогнуло от увиденного, и он также направил свое духовное чутье на траву, после чего выражение его лица резко изменилось. В похожих на мечи листьев травы лежала гроздь фиолетовых плодов винограда, каждый из которых был размером с человеческий кулак. Плоды выглядели спелыми и, казалось, практически переполнялись прозрачными соками, излучая манящий аромат. Обратив свое духовное чуть к этим фруктам, Хань Ли обнаружил, что в каждом из них было драконье ядро. Все эти драконьи ядра сверкали полупрозрачным светом, создавая довольно захватывающее зрелище. Эти миниатюрные драконы не обладали какими-либо признаками жизни, но излучали исключительно чистую духовную ци. Хотя Хань Ли просто пронесся своим духовным чутьем через эти плоды, он уже испытывал огромное чувство комфорта и расслабления. Глава 1364. Зайсийский драконий фрукт. Зайсийский драконий фрукт. Йейн выпалила слова, которые только что всплыли в голове Хань Ли. Лун Дун и другие также пришли в восторг, узнав этот фрукт. Эти фрукты являются основным ингредиентом для изготовления духовной таблетки пробуждающегося дракона, которую могут употреблять только культиваторы на стадии пространственного закаливания. Плоды созревают только раз в 30 тысяч лет, и даже простое поедание плода может избавить от 60 лет упорной культивации. Похоже, этот созрел совсем недавно. Нам бы очень повезло, если бы мы смогли раздобыть связку этих фруктов, пробормотала себе под нос Сяохун. То же выражение было и в глазах Йейн и Лундуна. Все они явно хотели вмешаться. Основные ингредиенты для таблеток стадии пространственного закаливания были чрезвычайно редкими, и даже большинство обычных культиваторов стадии пространственного закаливания не так просто было их найти. Такие дорогие ингредиенты невозможно было найти даже на аукционах. Их можно было только приобрести в обмене между высокоранговыми культиваторами за предметы равной ценности. В противном случае духовная кровь истинной жабы, необходимая для изготовления таблеток для культиваторов на поздней стадии божественной трансформации, не была бы так отчаянно востребована присутствующими на аукционе. Эта таблетка могла продвинуть культиватора с поздней стадии божественной трансформации на стадию пространственного закаливания, но разница между ними была как между небом и землей. И если бы кто-то из них собрал зайсийский драконий фрукт и доставил культиватору в стадии пространственного закаливания, тот, несомненно, пришел бы в восторг и был бы готов обменять большую кучу таблеток стадии божественной трансформации в обмен на фрукты. Хотя ценные материалы и ингредиенты были чрезвычайно распространены в первозданном мире, духовные растения, эффективные для культиваторов стадии божественной трансформации и выше, все еще считались довольно редкими, и для их поиска требовалась определенная степень удачи. Кроме того, если духовное растение появилось или созревало, оно за короткое время привлекало много могущественных существ, поэтому эти фрукты не просуществовали бы слишком долго. Хань Ли и остальные отправились в первозданный мир не ради поиска материалов и ингредиентов, но столкнулись с молниеносной черепахой и этими зайсийскими драконьими фруктами в течение нескольких месяцев. Им, безусловно, очень повезло.
Часто бывало, что высокоранговые культиваторы путешествовали в первозданном мире десятилетиями, но оставались с пустыми руками. Сначала посмотри на ситуацию внизу. Холодно хмыкнул юноша в белом. Этот гигант с 1000 глазами, его глаза, серебристо-белые, что говорит о том, что он еще не достиг полной зрелости, но это все еще очень страшное существо. Эта ящерица выглядит не очень по сравнению с гигантом, но настороженность гиганта по отношению к ней указывает на то, что она также довольно мощная сама по себе. Оба эти существа, скорее всего, обладают по крайней мере мощью культиватора на ранней стадии пространственного закаливания, медленно произнес Ханли. Пока он был в городе высшего неба, он купил несколько томов, связанных с первозданным мире, готовясь к его предстоящему путешествию. Таким образом, он сразу же смог определить, что это был за гигант, и сделал спокойную оценку на основе этого наблюдения. Услышав слова Ханли, все остальные поняли, что заполучить эти фрукты будет сложной задачей. Однако они просто не могли заставить себя оставить такой редкий и ценный ингредиент. Все они переглянулись между собой, но никто не захотел сделать решающий шаг, и выражения на их лицах стали мрачными. Прямо в этот момент издалека раздался гул, который привлек внимание каждого в этом направлении. Вдалеке показалось 7 массивных существ, похожих на шелковичных червей, которые быстро приближались к ним. Все они были около 20 футов в длину, и их тела излучали свет разных цветов. Они явно прибыли сюда не на пикник. Ханли нахмурился, но, проверив их духовным чутьем, немного расслабился. Эти гигантские существа оказались довольно грозными, но их ауры были слабыми, и они не представляли угрозы для Ханли и других. Таким образом, никто не рассматривал эти существа как угрозу, и они готовились отбросить их, как только те приблизятся. Однако то, что произошло дальше, потрясло их. Когда эти существа еще были на расстоянии более 1000 футов от них, они просто приблизились к массивной ящерице. Ящерица внезапно открыла свою пасть, выплюнув что-то изнутри. Один из гигантских шелковичных червей внезапно исчез на месте, и весь рой впал в состояние паники и смятения. Оставшиеся шелковичные черви беспорядочно кружили в воздухе, издавая вопли шока и ярости. Однако их действия оказались совершенно неэффективными, поскольку еще один гигантский шелкопряд исчез без какого-либо предчувствия. Лун Дун и другие были совершенно поражены увиденным. Ханли прищурился, и ему удалось разглядеть пучок синего света. В тот момент, когда исчез еще один гигантский шелковичный червь, он, наконец, смог выяснить, что происходит, с помощью своих глаз духовного прозрения. Эти гигантские черви на самом деле не исчезали в воздухе. Вместо этого оказалось, что ящерица с невероятной скоростью затягивала их в рот своим языком и съедала. Просто скорость, с которой ее язык мог летать по воздуху, была совершенно абсурдной, создавая у всех иллюзию, что эти гигантские шелковичные черви исчезают на месте. В мгновение Ак ящерица проглотил оставшихся червей, а затем неподвижно легла на земле. Ханли с нескрываемым удивлением смотрел на ящерицу. Лун Дун также использовал секретную технику, что позволило ему заметить язык массивной ящерицы, и он, глубоко вздохнув с мрачным выражением на лице, сказал: «Это может быть древний мутировавший зверь. В противном случае она не обладал бы такой разрушительной атакующей силой. Похоже, наш духовный ковчег также был уничтожен языком этой штуки. Но мы стоим прямо здесь, почему он не напал на нас, в отличие от этих гигантских насекомых?» Йейн с недоумением на лице склонила голову. «Кто знает? Возможно, мы слишком малы для того, чтобы ящерица даже удосужился подумать о том, чтобы съесть нас, либо эти гигантские насекомые оказались его любимой едой», предположила Сяохун с легкой улыбкой на лице. Йейн кивнула в ответ, казалось, находясь под впечатлением, что предположение Сяохун вполне могло быть правдоподобным. «Давайте не будем больше тратить время на пустую болтовню. Никто из нас явно не хочет отказываться от этих зайсийских драконьих плодов. Раз у нас появилась такая блестящая возможность, я бы тоже не хотел отказываться от нее, даже если бы был здесь один», жадность мелькнула в глазах юноши в белом. «Внизу есть 2 существа стадии пространственного закаливания. Ты уверен, что у тебя хватило бы смелости, Братли?» Хихикнула Йейн. Если бы здесь был только один культиватор стадии пространственного закаливания, то я бы немедленно покинул это место. Однако их здесь 2, так что у меня есть шанс», холодно сказал белый человек с белыми глазами. «А, ты говоришь?» Йейн сразу поняла, что он задумал. «Верно. С этим мутировавшим древним зверем довольно сложно справиться, но этого тысячеглазого великана тоже не стоит недооценивать, даже если он не достиг полной зрелости. Битва между ними, скорее всего, приведет к серьезным травмам, и, возможно, один или даже оба умрут в бою. Если мы нанесем удар, у нас будут приличные шансы», усмехнулся Лун Дун, потирая руки.
Как долго нам придется ждать, пока не начнется битва? Что если они не будут ничего делать месяцами? Сяохун покачала головой. Нам действительно нужно это учитывать. В конце концов, у нас важная миссия, и мы не можем оставаться здесь слишком долго, согласилась Лун Дун, слегка кивнув. Независимо от того, насколько срочной является ситуация, у нас есть немного времени. Это все-таки зайсийские драконьи фрукты. Юноша в белом был полон решимости достать эти фрукты. Даже если эти два существа на пространственной закалке вступят в битву друг с другом и получат серьезные травмы, и если они будут сражаться не на жизнь, а на смерть, и их атаки будут непростыми. Кто-то из нас может погибнуть во время их боя. Если вы спросите меня, я считаю, что мы должны идти дальше и не совершать никаких безрассудных обходов. Лун Дун был также очень привязан к этим зайсийским фруктам, но они не могли сравниться с другим важным делом, которое он скрывал в своем сердце, поэтому он, естественно, не хотел рисковать и выступал за то, что осторожность превыше всего. Я также думаю, что для нас не очень умно пытаться захватить эти фрукты. Не забывайте, что гиганты обитают в стае. Возможно, гигант ждет своих собратьев на помощь. Ящерица также не стала атаковать первой, поэтому она, очевидно, тоже задумала что-то. Если мы останемся ждать, то нас могут втянуть в серьезную битву, которая может поставить под угрозу нашу жизнь, сказала Сяохун. Мне все равно, что вы говорите. Я хочу заполучить эти фрукты. По какой-то причине Йейн внезапно решила встать на сторону юноши в белом. Не только Лун Дун и Сяохун были удивлены, но и сам юноша в белом. Однако теперь возникло затруднение. Два человека было за и два против, что сделало голос Хань Ли решающим. Таким образом, все четверо обратили внимание на Хань Ли. Хань Ли вздохнул и, не обращая внимания на них, начал размышлять. Действительно, стоит рискнуть ради таких драгоценных духовных фруктов, но, как сказала фея Ся, мы не можем тратить здесь слишком много времени. Даже если гигант и ящерица не начнут действовать, эти могущественные плоды могут привлечь других могущественных существ в это место. Мы должны нанести удар в течение 3 дней. Остальные четверо переглянулись между собой, услышав это. Вероятность того, что у нас появится подходящая возможность нанести удар в течение 3 дней, крайне мала. Сяохун покачала головой. Юноша в белом и Йейн молчали, но они явно тоже были настроены весьма скептически. Если мы оставим все как есть, тогда действительно маловероятно, что возможность представится в течение 3 дней. Однако, если мы будем использовать тактику, мы сможем увеличить этот шанс. Например, мы можем заманить их или разозлить, предложил Хань Ли с легкой улыбкой. Итак, ты хочешь сказать, Лун Дун начал понимать, что задумал Хань Ли. Верно. Если мы сможем это сделать, то можно создать возможность для себя за короткое время. Юноша в белом пришел в восторг. Собрать их не будет легко, но разозлить их и убедить их сражаться друг с другом не должно быть слишком сложно, усмехнулась Йейн. Если нет большого риска, то я готова предложить свою помощь. Сяохун, похоже, передумала, услышав предложение Хань Ли. Лун Дун долго обдумывал ситуацию, прежде чем, наконец, неохотно кивнул. Поскольку все вы приняли свои решения, мне было бы неправильно отказывать. Однако то, что мы предпринимаем, должно быть осуществимым. Глава 1365. Подстрекательство. Будь уверен, господин Даосист Лун. Мы все цени нашей жизни, поэтому мы определенно не будем делать ничего безрассудного, усмехнулся юноша в белом. У кого-нибудь из вас есть план? Спросил Лун Дун. Я могу скрыть себя и начать скрытную атаку как на ящерицу, так и на гиганта внизу. Таким образом, они подумают, что их атаковал другой, сразу же предложил юноша в белом. Это довольно простой план, но мы не знаем, насколько сильно духовное чутье двух этих существ. Если тебя раскроют, ты будешь в огромной опасности. Не думаю, что это очень безопасный путь действия, сказала Сяохун, покачав головой. Что касается техник сокрытия, у меня есть 2 талисмана прозрачности, с помощью которых меня не обнаружит даже культиватор на средней стадии пространственного закаливания и ниже. Так что я бы с удовольствием помогла в этом деле, с улыбкой предложила Йейн. Талисманы прозрачности. Это тип духовного талисмана со скошенным духовным текстом. Они определенно должны быть эффективны против этих 2 существ, но не думаю, что стоит нападать на них лично ради собственной безопасности. У меня есть 2 серебряные марионеточные змеи, каждая из которых обладает силой культиватора стадии зарождающейся души. Мы можем наложить талисманы на змей и заставить их атаковать вместо нас. Так было бы намного безопаснее, с самодовольным выражением предложил Лун Дун. Это было бы здорово.
Даже если марионеткам не удастся столкнуть их друг с другом, мы можем разделиться на две группы, чтобы выманить существ, а затем оставить одного из нас, кто владеет техниками движения и маскировки, чтобы воспользоваться этой возможностью и выкрасть духовные плоды. Как только мы получим духовные плоды, мы все используем свои секретные техники для побега. Хотя эти двое обладают силой культиваторов пространственного закаливания, если мы решим сбежать, они не смогут остановить нас. Однако тот, кому будет поручено охранять фрукты, должен обладать чрезвычайно быстрой техникой передвижения. В противном случае скорость языка этой ящерицы будет представлять серьезную угрозу, сказала Сяохун. Действительно, фея Ся. Тот, кто возьмет плоды, подвергнется огромному риску, нахмурившись, сказал юноша в белом. Это действительно опасно. Кто из нас решится взяться за такую задачу? Кроме того, мы должны снова собраться вместе после того, как фрукты будут собраны, так что даосисту придется сделать что-то, чтобы обеспечить доверие остальной части группы, медленно и методично сказала Е-Ин. Все присутствующие изменились в лицах от услышанного. Все было так, как она сказала. Независимо от того, кто из них в конце концов получит зайсийские драконьи фрукты, они, скорее всего, будут атакованы обоими существами пространственного закаливания, тем самым подвергая себя большой опасности. Кроме того, как все остальные могут гарантировать, что этот человек не возьмет плоды и просто не сбежит сам, учитывая эти соображения, никто не знал, как поступить. Если вы не против, думаю, что я справлюсь с этой задачей, я готов добровольно стать тем, кто выкрадет фрукты, с улыбкой предложил Ханли. Господин даосист Хань, ты находишься только на средней стадии божественной трансформации. Не слишком ли это опасно для тебя? Спросил Лун Дун. В самом деле, брат Хань, твоего уровня культивации для этого недостаточно. Юноша в белом покачал головой, оценивая Ханли. Мой уровень культивации действительно немного ниже номинальной, но у меня есть высокоранговое сокровище для телепортации, близкое к духовному сокровищу. Кроме того, техники культивации, которые я использую, совершенно особенные, поэтому я уверен в своей способности защитить себя, с небрежной улыбкой ответил Ханли. Лун Дун продолжил с серьезным выражением на лице. Раз брат Хань настолько уверен в себе, мы, безусловно, можем поручить тебе это задание. Однако как ты собираешься убедить нас в том, что ты не сбежишь с духовными фруктами? Боюсь, у меня нет хороших идей на этот счет. Конечно, если кто-то из вас думает, что он больше подходит для этой задачи, пусть сделает шаг вперед. Для меня это не имеет значения в любом случае, с легкой улыбкой сказал Ханли. Все остальные сразу же замялись от его слов. Несмотря на то, что все они хотели получить духовные плоды, никто не хотел быть тем, кто навлечет на себя гнев этих двух существ в стадии пространственного закаливания. В случае неудачи они могут быть серьезно ранены или даже умереть. Если брат Хань разрешит мне наложить ограничения на свое тело, то у меня нет никаких возражений, прямо сказала Е-Ин. Это отличная мысль. Вмешалась Сяохун Лун Дун, и юноша в белом переглянулись между собой, но ни один из них ничего не сказал. Конечно, вы наложить ограничения на мое тело, но это только в том случае, если я тоже наложу ограничения на ваше тело, холодно ответил Ханли. В таком случае, если ты столкнешься с неудачей, мы умрем вместе с тобой, не так ли? Холодно хмыкнул юноша в белом. Хе-хе, в этом и весь смысл, резко ответил Ханли. На самом деле, даже если остальные четверо согласятся на его условия, он, скорее всего, не захочет принять такую договоренность. Он все еще был очень травмирован последствиями ограничения, которое на него наложила Ледяной Феникс, поэтому он, конечно, не мог позволить этой истории повториться. Лун Дун и другие переглянулись между собой с кривой улыбкой, услышав слова Ханли. «Как насчет этого? Мы доверимся тебе, если ты оставишь свое сокровище, и мы выследим тебя по нему. Таким образом, нам не придется беспокоиться о том, что ты сбежишь с духовными фруктами», Е-Ин предложила альтернативу. Немного подумав, Ханли наконец кивнул. «Я согласен на это, но все мы должны установить себе метки слежения, чтобы я мог также отслеживать местоположение каждого. Хе-хе, возможно, мне даже не нужно будет рисковать, если марионетки брата Луна окажутся эффективными». Лун Дун и остальные переглянулись между собой и в итоге согласились на предложение Ханли. Установка меток отслеживания на всех, казалось, была единственным возможным способом решения этой проблемы. Конечно, будучи культиватором средней стадии божественной трансформации, Ханли казался самым слабым в группе, поэтому никто не боялся, что он сможет забрать сокровище себе. Все это было сделано в качестве меры предосторожности. Прояснив детали, все, наконец, остановились на конкретном курсе действий. Ханли открыл рот, выплюнув 4 полоски золотого света, каждая из которых была длиной в несколько дюймов. Сделав круг вокруг него, они превратились в 4 мерцающих золотых меча, направившись в руки его 4 компаньонов.
Лун Дун и другие немедленно применили секретные техники и установили талисманы на эти мечи, чтобы ограничить их, а затем убрали в свои сумки для хранения. После этого из кончиков пальцев вышли 4 шарика света разных цветов и исчезли в теле Ханьли. Ханьли заранее использовал свое духовное чутье, чтобы осмотреть шарики света, позволяя им войти в его тело только после того, как он убедился, что они действительно были сформированы чистой духовной силой и не имеют никаких ограничений. Ханьли также послал в их тело 4 шарика лазурного света в ответ. Таким образом, все почувствовали себя намного более уверенно. После окончательного прохождения плана все они рассеялись и улетели в разные стороны. Ханьли пролетел более 500 километров в виде полоски лазурного света, прежде чем снова остановиться. Зависнув в воздухе, он мельком осмотрел свое окружение, а затем, закрыв глаза, медленно освободил свое духовное чувство. Убедившись, что в соседней области ничего нет, он снова открыл глаза и сделал печать заклинания руками. За его спиной сразу же грянул гром, и появилась пара лазурно-белых крыльев. Затем он перевернул руку и достал фиолетовый талисман. Это был его талисман невидимости. Он пытался спрятать сокровище под носом у 2 существ в стадии пространственного закаливания, поэтому он не смел быть небрежным и сразу же решил использовать этот талисман. Активировав талисман на своем теле, он сразу же исчез во вспышке фиолетового света и серебряных рун. Сделав все это, он поднялся в воздух и отправился на прежнее место. Несмотря на то, что он не мог летать так быстро, как раньше, до активации талисмана он все равно летел не так медленно, и ему не потребовалось много времени, чтобы вернуться к своему первоначальному месту. Гигантская ящерица и тысячеглазый гигант все еще были в напряженном противостоянии внизу. Все остальные также исчезли, поскольку невооруженным глазом их было невозможно увидеть. Ханьли выдохнул, а затем проследил за ними, используя свое духовное чутье, и обнаружил местоположение всех своих 4 спутников. Все остальные тоже вернулись и зависли в воздухе поблизости. В воздухе над гигантской ящерицей находились 2, а 2 других находились за тысячеглазым гигантом. Все они также использовали специальные техники сокрытия, и у Ханьли не было бы возможности определить их местонахождение с помощью его духовного чутья, если бы не специальные метки. Что касается 2 серебряных марионеточных змей, о которых Лун Дун сказал заранее, Ханьли был совершенно не в состоянии их почувствовать. Он не знал, было ли это из-за эффекта талисманов прозрачности, или их еще просто не выпустили. Тысячи мыслей проносились в голове Ханьли, но его взгляд оставался сосредоточенным на тем, что происходило внизу. Все в окрестностях было необычайно тихо, словно затишье перед бурей. Эта своеобразная и довольно напряженная атмосфера сохранялась долгое время, но ничего не изменилось. Ханьли оставался совершенно бесстрастным, но он начинал немного волноваться. Казалось, что время, о котором они договорились, скоро наступит. В этот момент гигантская ящерица, казалось, почувствовала дискомфорт в лапы и, рефлекторно подняв ее, снова опустила. Однако как раз в тот момент, когда она опустила лапу, из почвы под лапой внезапно вспыхнул серебряный свет, после чего вырвалась серебряная нить, пролетевшая прямо к тысячеглазому гиганту. Это создало иллюзию, что ящерица начала скрытую атаку с помощью своей лапы. Гигант запнулся при виде этого и сразу же взревел от ярости. Его тело охватили яростные ветры, и он взмахнул ладонью, яростно отбросив надвигающуюся серебряную нить. Однако, почти в тот же момент, размытый и нечеткий объект вспыхнул в воздухе под рукой гиганта. Сразу после этого из воздуха появился столб серебряного света толщиной с чашу, вылетевший с невероятной скоростью и мгновенно достигнувший массивной головы ящерицы. Зеленые глаза ящерицы вспыхнули, а один из ее рогов выпустил алый столб света. После оглушительного грохота 2 столпа света столкнулись, и оба исчезли в небытии. Ящерица тут же откинула голову и взревела от ярости. Она напрягла все свои лапы, и ее массивное тело немедленно приподнялось с земли. Затем она открыла свой огромный рот, сверкая пугающими клыками.